Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Неожиданности и сюрпризы мая. Перемены на пороге. Так вот мы назовем наше видео. И у нас сегодня две колоды. Это цыганский старинный пасьянс, который у меня уже несколько десятилетий. И колода Таро. И пасьянсы, карты пасьянса точнее, они очень хорошо передают событийный ряд. Поэтому мы посмотрим, какие же неожиданности для вас могут быть и какие сюрпризы. С первых дней мая мы прочувствуем совершенно другую энергетику. Это обусловлено тем, что Марс находится в Овне, который благоприятствует более решительным действиям. А также Меркурий, мои дорогие девы, в Овне до 15 числа. И если прежде, в апреле, была какая-то путаница, был ретро-Меркурий в течение почти всего апреля, то теперь за первую половину мая вы сможете с чем-то определиться. Больше ясности входит в нашу жизнь. Венера в Тельце – это для всех, для нас очень позитивный момент. Венера в Тельце себя чувствует очень благоприятно, и для нее это комфортное место. И значит, для нас, для всех, вопросы личной жизни, каких-то важных согласований, которые касаются нашего благополучия, решение финансовых вопросов, сами по себе денежные вопросы, которые в более позитивном ключе тоже можно решить. Вот Венера в Тельце обещает добрый период возможностей. Но, пожалуй, основная конфигурация у нас состоялась в конце апреля, это произошло 21 апреля. Тоже в знаке Телец соединились две очень серьезные планеты – Уран и Юпитер. И это не есть какой-то один день или одна дата, которую мы уже прожили. Нет, здесь как раз новая точка отсчета. Это смена парадигмы, это смена событий нашей жизни. Это как старт, который был запущен к переменам 21 апреля. И своеобразный трамплин в будущее, в благополучие для каждого из нас. Конечно, этот поворотный момент, который будет развиваться в мае, от нас тоже потребует и гибкости, и адаптации. И мы посмотрим, что есть гибкость, адаптация, как карты видят на колоде Таро. Но вначале мы начнем с пасьянса цыганского. Мне когда-то его подарила очень давно моя мама. Я на ту пору, моя профессия, она не про карты ни разу и не про какие-то предсказания, она более чем конкретная, как никакая другая. Так вот, я на ту пору, когда она мне подарила, была дальше далекого от каких-то карт. И они очень долгое время просто лежали, как память о маме. Но потом, видите, время дошло до них. Ну, давайте узнаем, что для вас, мои дорогие девы. Если вы слышите посторонние шумы, ремонт на дороге, я на это не влияю. Прошу правильно понять. Итак, мои дорогие девы, неожиданности и сюрпризы. Майя что же нам скажет? Карты пасьянса. Я смотрю внимательно, и вы тоже, потому что, а вдруг я что-то прошляпила, мои дорогие. И вот смотрите, какая конфигурация. Ну, наверное, не все, которые вам улыбаются, мои дорогие девы, люди, персонажи в вашей жизни, или те, которые вас окружают, на самом деле транслируют какую-то искренность. Потому что маска – это всегда скрытый враг. Увы, мои дорогие, что выпало, то выпало. И для кого-то это может быть как важное предупреждение. Так вот, есть человек, который, может быть, за вами наблюдает, может быть, вам завидует. Очень часто зависть проходит по этой карте. И пустые разговоры. То есть человек, ну, может быть, даже и рад бы был тому, увы, когда у вас что-то бы было со знаком минус. Или, может быть, как сплетни за вашей спиной. Правда, ну, что есть, то есть. Но он не может навредить, потому что это пустые разговоры. Но проанализировать, причесать свое окружение, мои дорогие девы, вам определенно стоит. Идем дальше. А знаете как? Кто-то из вас может получить должность. Вот смотрите, первый ряд именно идет карт, и выпадает корона. Эта карта, или точнее изображение, говорит о власти. У вас как будто может что-то очень глобально хорошо получиться, открыться какая-то возможность. Или, как я сказала, должность.
или ваша сильная позиция, она еще более укрепляется, и кому-то от этого не спится, может быть, так, или какие-то досужие разговоры. Но то, что для вас, это может быть еще и также согласование, или ну, вы решите, может быть, в высоких инстанциях вопросы документов, вот такое тоже может быть. И тем не менее вы идете вперед, но окружение ваше, оно заслуживает внимания именно потому, что, но не все то, что транслируют, то же самое имеют в своей душе. Смотрим дальше. Знаете, кто-то вас может вывести на какой-то разговор или выяснение отношений. Месяц выяснения отношений. И кому-то именно не спится из-за того, или, ну, как знаете, человек не рад вашему успеху. И человека может, он какое-то время был как за кулисами, а здесь буквально прорвало его на эмоции, и вы вот этого скрытого врага узнаете. Он вам ничем не помешает абсолютно, но для вас это, мои дорогие, может быть неожиданностью. Но для вас это вообще, ну, знаете, как ситуация, которая сродни, как, которую мы проходили мимо, увидели и пошли себе дальше. Вот для вас это так. Но человек или, может быть, его эмоциональное состояние, оно для вас может быть неожиданным, это правда. Но у вас сильная позиция, причем какая-то самореализация может быть все-таки корона, да? Это ваши возможности, и причем на каком-то новом уровне. И еще выпадает цветок в этой колоде карт, это любовь. Личная жизнь, вопросы личной жизни. Дорога, у кого-то из вас поездка или приезд человека к вам, любимого человека. И такое тоже может быть. Это точно, потому что еще в этой конфигурации одновременно выпадает сердце. Встреча с близкими. Может быть, вы были на расстоянии, а теперь вы встретитесь наконец. И вообще для вас, мои дорогие девы, посмотрите, пусть эти карты, мы можем их вращать в этой колоде, это допустимо. И вот сходится сразу несколько значений, как любовь, дорога, сердце, любовь, да, или личная жизнь, назовем так, и одновременно свеча, спокойное течение жизни. Вот у вас как-то в одном ключе идет. Понимаете, как и возможности, повторюсь, в личной жизни, и для тех, кто один или одна, мои дорогие, ну, наверное, небо Майя способствует тому, чтобы вы вышли навстречу своей судьбе или продумали, как же мне познакомиться. По сути дела, работа над личной жизнью – это именно работа. Если создать себе тезис-план, что мне, как я вижу свое будущее, или как я себя ощущаю, какие отношения хочу построить, и оттолкнуться вот именно от ваших желаний. И потом приблизить тезис планом к вашему сегодняшнему дню. Что, может быть, нужно подкорректировать, что для этого необходимо. Кто-то захочет изменить имидж, кто-то потом поедет в путешествие или будет посещать какие-то курсы, например, для вас интересно, обучение, и там вы можете познакомиться, по сути дела, продумать для себя, где я могу познакомиться или встретить человека. Это все равно какая-то работа. В конечном итоге это наши действия, и для вас нет ничего невозможного. Идем дальше. Тут какие-то очень серьезные перемены для вас могут быть по личной жизни, именно в сторону счастья, мои дорогие. У вас выпадает подкова, личное счастье, счастье семейное, счастье партнерских отношений. И тем более у вас выпадало сердце. Правда, прекрасный период для того, чтобы, и, кстати, не только решить вопросы личной жизни, а еще и по деньгам. Вас тоже что-то будет радовать, мои дорогие девы, более чем. Смотрю, что у вас еще совпало. Да, и дороги. Вообще период жизни такой очень интересный. Закрывается путь каким-то недоброжелателям. Вы оставляете это позади и идете вперед к тому, что вы хотите реализовать. Вот почему будет очень важно для себя, даже по части личной жизни. Если правда, вы устали от одиночества, какой-то сольный вариант, вы уже пришли к этому пониманию, что, ну, часть счастья,
оно более объемное. Оно, когда все сферы жизни находятся в балансе. И у вас вот этот баланс, как и в любви, как и в партнерских отношениях, так и в деньгах. Все то, что по Венере проходит. Май позитивный период для вашего знака зодиака. Мы говорили, что же придется адаптировать, спросим. Мы говорили, что период сам по себе потребует от нас гибкости. Так вот, у вас где-то в общении, когда откроются вдруг, или вы узнаете о тех людях, о которых думали лучше, а тут узнаете какую-то новость, действительно, в первую половину месяца. И, может быть, для вас это означает какая-то коррекция в отношениях или коррекция собственных планов. Так вот, давайте мы с вами узнаем, что вам придется, может быть, адаптировать или организовывать в своей жизни. Какая сфера жизни может быть для вас более актуальна на период мая. Уйти от этих разочарований. Или правда, тут карта дополняет значение, что в прошлом вы, скорее всего, могли предполагать вот этого недоброжелателя. Предполагали, но это было на уровне предчувствия, интуиции. И кто-то проявится и, ну, может, выскажется окончательно. Всегда, когда выпадает тройка мечей, это то, что состоялось в прошлом. Это тот грустный, печальный опыт, может быть, предательство или поведение людей, когда мы от них не ожидали. Вы могли кому-то помогать, а отплатили вам совсем другим. И это то тяжелое разочарование, после которого проходит определенный период, мои дорогие, когда нам нужно привести не только мысли в порядок, а душевное наше состояние. И следует за такими разочарованиями часто период, ну, когда мы ничего не хотим, когда мы никому не верим, когда мы хотим спокойствия и сам по себе должен пройти период времени, прежде чем мы вообще начинаем чего-то хотеть. Вот есть такое. Но нас уже это не ранит. Вот здоровое равнодушие по какому-то вопросу или по той ситуации, которая у вас уже прошла. Так вот, вам нужно оставить это в прошлом и идти вперед. Ведь мы спрашиваем, что вам нужно адаптировать. Самого себя перестроить, уйти от тех мыслей о прошлом или о какой-то проигрышной ситуации, которая уже случилась. Перевести это в опыт, мои дорогие. Что еще вам придется адаптировать, организовывать? Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Работай, у тебя все получится. Правда, тут можно как и к вашей сфере занятости, к вашим новым честолюбивым планам эту карту отнести, так и все то, что я сказала по личной жизни. Составить себе тезис-план, и если вы хотите, у кого-то вот эта тройка мечей была именно как то разочарование, которое, ну, не сложилась какая-то личная история. И здесь нужно выстроить новый совершенно тезис-план или принять для себя новую концепцию, оставив прошлое прошлому. Что вы будете еще организовывать или адаптировать? У кого-то будут завершаться процессы в суде, и, может быть, тоже вы узнаете как раз верхний ряд цыганского пасьянса говорит, что кто-то проявится. Тот, который вам палки в колеса вставлял, кстати, а вы это не знали. А здесь тайное становится явным. Дважды по аркану справедливости. Ведь это всегда причина и следствие. И если кто-то в отношении вас поступал со знаком минус, или вы в кого-то вкладывались, кому-то помогали, а в ответ не было взаимообмена, вы сами можете прийти к выводу, что «а мне надоело», или это не отношения, когда я участвую всей душой и сердцем, а в ответ я получаю холодность, разочарование. Вам что-то может настолько надоесть, мои дорогие девы, что вы поставите большую жирную точку. И даже не захотите смотреть в этом направлении. Либо это будет касаться работы, либо взаимоотношений каких-то на работе, либо это будет личная жизнь. У кого-то буквально вы будете организовывать свою жизнь, получив, если были, правда, слушания в суде, вот тут может что-то закончиться, и вы будете совершенно по-другому выстраивать новое я, новая концепция моей жизни. Душевное равновесие тоже будет немаловажно. Все-таки на
аркане справедливости изображены весы, и поэтому быть дипломатом для вас задача номер один. Каковы бы ни были обстоятельства вокруг, мои дорогие девы. Давайте мы достанем карту и спросим, что продолжится, каковы перемены на пороге или события будущего, что последует уже где-то с переходом на июнь, с конца мая на июнь, или в мае будет интересно, что будет продолжено, правда, нечего сказать. Это благополучие, это все то, что по Венере. И мы сказали, что в Венере, как и Уран, хоть и говорят, это планета-разрушитель, но Уран никогда не забирает того, что может быть продолжено. Или то, что для вас позитивно, или то, что для вас полезно, то, что к вам искренне где-то. И Юпитер, а Юпитер это провластная планета, это как новая структура. Так вот тут идут изменения. И Венера в Тельце. Вот в Тельце 3 такие планеты, 3 направления, такая конфигурация. Новая концепция благополучия для вас, мои дорогие девы. Счастье, радость, взаимопонимание. Деньги, безусловно, не только про чувства нам говорит десятка кубков. Решение вопросов по имуществу, решение вопросов по месту проживания, дальнейшие, может быть, вопросы по вашему виду деятельности, заработку. Что-то здесь может настолько кардинально для вас меняться на последующий период. А вам в мае нужно просто с чем-то определиться и закрыть дверь в прошлое. Может быть, это будет сделать и не так просто. Все же уходить от тройки мечей всегда сложновато, но помогает как внутренний душевный баланс. У кого-то буквально помогает юстиция, наконец, расставить все по местам и уже теперь де юре определиться в ваших отношениях. Но, понятно, по этой карте мы тоже не нарушаем закон. Это так я попутно напоминаю, потому что не должно быть того, что в последующем вам может осложнить жизнь или вернуться какой-то обраткой. Но я больше вижу для вас, мои дорогие, на будущее мы спросили, какие перемены на пороге десятка кубков. Счастье, радость, удовольствие от жизни. Вот это так звучит буквально. Перекладывайте на себя удивительный период мая, может быть и непростой. Много будет как заварушек каких-то. В какой-то момент эта турбулентность и вас может закрутить. Люди себя как-то странно ведут. Или вы узнаете о людях то, чего даже прежде не предполагали. Значит, вы должны определиться. Не должно быть даже иллюзий. Неважно, кем вам является данный человек, больше ясности в первый период мая, но вторая половина мая будет как раз больше говорить о том, что что-то счастливо-радостное должно быть продолжено на последующий период. То, что будет вас вдохновлять, радовать и делать счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.